Всем привет, дорогие путешественники! Сегодня у меня на канале будет немного необычное видео из Нью-Йорка. Этой весной мы продолжаем исследовать город, и сегодня я привезла вас в район Herald Square. Каждый год знаменитый универмаг Macy's превращается в настоящий ботанический сад. Они устраивают грандиозное цветочное шоу, которое лично мне напоминает знаменитые цветочные инсталляции в Кёкенхофе в Нидерландах. Я специально пришла сюда, чтобы показать вам этот контраст. Мода, история и тысячи цветов внутри универмага. Обязательно посмотрите это видео, чтобы знать, чем заняться в Нью-Йорке весной, помимо стандартных экскурсий. Приятного просмотра! Для тех, кто не знаком с этим местом, Macy's – это не просто магазин, это настоящий город в городе и символ Нью-Йорка. Это колоссальное здание на 34-й улице занимает целый городской квартал. Ему уже более 120 лет, и оно внесено в список национальных исторических памятников США. Именно здесь начинается знаменитый парад на День Благодарения, а внутри до сих пор работают те самые легендарные деревянные эскалаторы начала прошлого века. Это место считается законодателем традиций американского ритейла, но весной оно превращается в нечто совершенно иное. Главная весенняя традиция – это цветочное шоу. Зачем они это делают? Это подарок городу. Каждую весну уже почти 80 лет Macy's превращает свой первый этаж в бесплатную выставку. Сюда завозят тысячи живых растений, экзотических цветов и деревьев со всего мира. Над инсталляциями работают лучшие флористы и ландшафтные дизайнеры. Они монтируют все это по ночам, чтобы утром покупатели зашли и буквально лишились дара речи от красоты и аромата. Прежде чем мы зайдем внутрь, давайте немного посмотрим на украшенные витрины снаружи универмага. Кстати, эти витрины – отдельный вид искусства. Обычно весь мир следит за тем, как их сказочно украшают на Рождество, создавая магию в центре Манхэттена. Но весеннее оформление ничуть не уступает. В этом 2026 году у выставки особая миссия. Тема шоу «Homegrown», что можно перевести как «выращенное дома». Этот сезон знаковый, вся страна готовится к грандиозному юбилею – 250-летию Америки. Именно поэтому дизайнеры решили превратить первый этаж в карту целой страны, сотканную из растений. Только вдумайтесь в цифры. Здесь высажено более 30 тысяч живых организмов, от нежных весенних первоцветов до огромных тропических деревьев. Аромат стоит такой густой и сладкий, что он полностью перебивает запахи в отделе парфюмерии. Обратите внимание на эти очаровательные таблички и яркие скворечники, которые расставлены у каждой инсталляции. Это не просто милый декор, это настоящий интерактивный гид. Каждый такой скворечник расписан вручную художниками и посвящен одному из 50 штатов США. Внутри каждого домика композиция из цветов, которые официально являются символами этого штата. Например, здесь можно встретить дикую розу Айовы или калифорнийский мак. Это как кругосветка только по Америке, и совершаете вы ее буквально за 15 минут, переходя от одной витрины к другой. Это потрясающая возможность увидеть флору всей страны в одном месте.
Когда вы проходите дальше, в самый центр первого этажа, вы просто не сможете пропустить эту великолепную цветочную арку, расположенную прямо между двумя историческими эскалаторами. Арка буквально усыпана каскадами редких орхидей. Орхидеи символизируют изысканность и многогранность американской природы. Арка обрамлена фотогалереей. Это специальные макроснимки цветов, которые вошли в коллекцию этого года. А вот и национальный символ Америки – инсталляция белоголового орлана. Посмотрите, как детально она выполнена. Обязательно поднимитесь на уровень мезонина. Это такой балкон над первым этажом. Здесь цветочная тема раскрывается совсем по-новому. Сначала вы попадаете в очень яркие сочные зоны – желтые, оранжевые, зеленые. Это как отдельные маленькие комнаты, каждая из которых заряжена своим цветом. Это идеальные локации для фото. Они выглядят очень по-весеннему и сразу поднимают настроение. Сразу за ними нас ждет роскошная инсталляция от итальянского бренда Valentino. Все оформлено в их фирменном стиле, в глубоких фиолетовых и синих тонах. Это выглядит невероятно элегантно и дорого. Настоящий уголок высокой моды посреди цветочного сада. Ну и напоследок загляните в зону Лего. Здесь представлены цветы, собранные из 1000 кубиков конструктора. Ну что, друзья, это было наше погружение в главное цветочное событие весны в Нью-Йорке. Удивительно, как один универмаг может превратиться в настоящий ботанический сад и стать местом притяжения для тысяч людей. Мы с вами изучили все тренды этого года и увидели, на что способна фантазия лучших флористов мира. Если вы планируете поездку в Нью-Йорк весной, теперь вы знаете, какое место просто обязано быть в вашем списке. Спасибо, что провели это время со мной. Поддержите канал лайком, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Впереди у нас еще много интересных прогулок и секретных локаций. Всем хорошего настроения. До встречи в следующем видео.